Вот эти промокоды вообще не работают. Рошен. Я еще выиграла. Привет. Иду сейчас на почту. Отправлять вот такое вот количество посылочек. Иду, снег уже прошел. Все полностью в воде, везде лужи, все мокрое. И очень сильный ветер. Самый сильный за последние 15 лет, как говорят прогнозисты погоды. Гидромедцентр. Так, это в прошлом влоге я рассказывал, как надо аккуратно ходить. В этом влоге я скажу немного другую информацию. Необходимо закупаться кирзаками. Особенно такие хорошие сейчас будут и популярные рыболовные, по пояс такие, по грудь. Чтобы высокие были, можно было очень хорошо перепрыгивать все эти лужи. Хочу сейчас пройти, зайти в KFC, взять что-нибудь интересное покушать. И заодно и вам покажем. Кстати, есть один такой момент на ихнем сайте. Вот есть различные купоны на различную продукцию ихнюю, которую можно купить с небольшой скидкой. Сделал заказ. Сейчас пока буду ждать заказ, решил вам небольшой момент показать в небольшом этом торговом центре, вообще как тут что все расположено, пока заказ будет готовиться. Вот так вот тут получается шарики, есть магазин, есть еще нижний этаж, есть копи-центр, вот тут так вот интересно, второй этаж, еще эскалатор, Рошен. Турагентство. Ну, что сказать, небольшая, но в принципе так неплохая. Есть что интересное. Самое, наверное, то, которое посещаемое людьми, это Рошен, KFC. Ну, кто куда еще может в эпицентр зайдет. Ну, цветочки кому прикупить. Ну, короче, что-то да есть, что-то да найдется. Ну все, я уже забрал заказ, иду домой. Заказ делался приблизительно, как и всегда, ничего необычного. Но я заметил один интереснейший момент, который связан с тем, что вот с заказами просто все пусто. Вот обычно подходишь, там уже пару бургеров таких наготовлено, уже все лежит, короче, чтобы побыстрее все это было, картошечка там. А сейчас нет, приходишь, полностью просто вот все пустое. И они сразу же по факту делают вот под клиента сразу. Особо важный момент. Короче, вот эти промокоды вообще не работают. Это печально. Взяли 2 пистера, взяли 2 картошки по-селянски, взяли 2 чизбургера, 2 шеф-бургер делюкс гострый и 2 Лонгер. 2 лонгера. Плюс к этому всему пепси и напиток Миринда. И все вышло 560 гривен. Вот такая у нас сегодня погода в Киеве. Сегодня 15 января. У нас все в тучах. У нас очень-очень сильный ветер еще с ночи. Аж окна просто у нас шумят, аж все трясется. Вытяжка тоже у нас обдувает очень сильно. Вот такие вот тучки. Конечно, смотреть красиво, но на самом деле на улицу лучше не идти. Муж малому, кстати, прошлой зимой, если не ошибаюсь, сделал вот такой вот огромный бизиборд. В продаже мы таких не видели вообще, именно таких размеров. Ну, правда, конечно, малой уже тут немножко стрелочку отломал, здесь отломал. Ну, а так, в принципе, очень прикольная вещь. Я не знаю, что мы будем с ним делать дальше, когда у малого пропадет интерес. Может, будем продавать, может, на второго оставим, может, выкинем, даже не знаю. Дальше я иду сейчас на розетку забирать интернет-заказ. Что там позаказывали мы, покажем уже дома. Там, на той стороне.
Купили 2 коробки памперсов, одна 5, одна 6, уже будем пробовать переходить на 6. Также у нас тут очень-очень много химии разной, также много микрофибр, тряпочек, мы пылюку вытираем, и для пола, для нашей швабры вот такие вот тоже половые тряпочки. И резиновые многоразовые перчаточки, вот такие вот. Также, ну, туалетная бумага, маг кофе. Мы любители очень кофе. У нас и кофемашина есть. И, ну, больше всего любитель кофе я. Вот маг кофе. И может еще муж его пить, но именно по чистому кофе больше я. И вот чаек. Разные виды чая взяли. Мы тоже очень любители чая. Мы в день выпиваем где-то по 2 литра чая. У нас очень большие кружки. Поэтому чаек мы выпьем очень быстро. Кстати, по поводу кружек. У нас вот такие кружки. Мы их покупали в прошлом году. Они такие довольно большие. 600 миллилитров или 650, я уже не помню. У нас есть такая синенькая. И еще на балконе мы на запас пару штучек взяли. И там еще черненькая есть. Памперсы мы уже разложили, мы их раскладываем по шухлядкам вот так вот. У нас только 2 шухлядки памперсов, так более-менее комфортно. И также мы взяли салфетки, я их уже разложила. Тут упаковка 100 штучек идет, и 3 упаковки по цене 89 гривен. Но это очень выгодно за такое количество салфеток в одной упаковке. Хочется что-то интересное взять, перекусить. Так, что у нас тут есть? Вот возьму таких вот интересных штучек. Мы купили 30 лотерейных билетов. Вот такая вот большая лента у нас получилась. Вот так вот выглядит наш билетик. Вот здесь будут выигрышные номера. Мы сначала стираем их и ищем совпадение в верхнем ряду и в нижнем ряду. Вот так вот выглядит с задней стороны. Если будет в совпадении монетка, то этот выигрыш просто удваивается. Получается, вот первый билетик у нас есть. Давай первый ты смотри. А может одновременно будем стирать? Давай одновременно. Так, получается номера. У меня 2. 8, 9. А я сразу 2. И 1. Все, теперь дальше начинаем тереть. Так. Вот это тут срачка. Ну ничего страшного, зато интересно. Так, Смотри, монетка 10 гривен. То есть 9, 10. То есть я 20 гривен выиграла. 20 гривен. Представляете себе, уже с первой же лотерейки 20 гривен. Один лотерейный билетик стоил 10 гривен. То есть уже окупился. Вот монетка вот так вот выглядит, приз вдвойне. Ну, а у меня получается совпадений 0. нету. То есть совпадений 0, то есть проигрышный. Просто вышли в 0 на данный момент. Следующий. Я почему-то даже не думала, что хоть что-то это выиграется. Не, ну видишь, типа, некоторые моменты бывают, что попадается. Ничего не... О, я еще выиграла. Смотри, еще монетка, еще 10 гривен. То есть уже я выиграла 40 гривен. Уже 40 гривен. Я, наверное, предлагаю, чтобы остальные ты открывала, вскрывала и расчухивала. Что? Но у меня есть, если тут 2, 3, и получается совпадений нету. У меня главное совпадений по цифрам не было, но мне монетки попадались. Так, у меня уже есть выигрыш. Какой? Получается 6, 6, 10 гривен. 10 гривен, класс. Уже считали цена билетика. 8. А если была 8, если будет 8, было бы 200 тысяч гривен. Ага. Так, у меня тут ничего. А куда ты кидаешь билетики? Я просто нахуй. Давай. Вот, получается, следующий билет у меня ничего нет. Ну мы уже, считай, 50 гривен выиграли. Ему интересно, отобьем или не отобьем? Хотя бы в 0 бы выйти. Ну блин, уже приятно.
Нет, у меня ничего. Держи. Дальше. Но есть какой-то вот азарт, интересно? Ну, конечно, надо будет потом на всякий случай тебе пересмотреть. Да. Может, из-за невнимательности. Так, получается, я на данный момент выиграл 50 гривен. Серьезно? 50 гривен. Вот девятка и девятка. Стой, вот. покажи. Покажи, Кить. 9 и 9. Нет, ты не выиграл, зайчик. В этом ряду должно. Нет, не важно. Получается, либо Не в в- этом, ну, либо в том. возвращайте те билетики обратно. Какие? Ну, верните. Серьезно? Ну, верни, пожалуйста. Я думала, что это просто в одном ряду. Нет, тут даже можно почитать. Давай почитаем. Так, ну в этом у меня точно ничего. Вот, давай еще раз правила почитаємо. Подожди. Стоїть захисний шар з ігрового поля білета, якщо будь-який з ваших... Будь-який, я поняла. То есть получается, вот это выигрышный, правильно? 9 и 9. Да. То есть вот выиграно То есть, 50 подожди, гривен. Значит, мы тут уже выиграли 10. Видишь, гривна у меня совпала тогда. Да. То есть уже 10. Дальше 6, 3, еще 10. Потом получается вот еще у нас выигрышный 50. 50. Дальше 9, 8. Тут ничего. 2, 8. Тут ничего. 7, 2. Ничего. 3, 2. Ничего. 2, 1. Ничего. Так, держи. Так, это сколько мы на данный момент выиграли? Так, на данный момент у нас есть 50. У нас есть еще плюс 10, это выходит 60. 70. 90. 110 гривен у нас выходит на данный момент. И мы вскрыли сколько билетов? Раз, два, три, 4, 5. У меня 5 выигрышных. Тут 6. Это 11 билетов мы пока Да. скрыли. 110. Ну, в ноль просто вышли. Просто в ноль. Интересно. Давайте дальше. Пока в ноль. Вот знаешь, мы это снимаем сейчас для видео. Главное, чтобы это не перешло в азарт даже. Есть. Выиграл что-то? Есть. Да, десяточку. Так, это у Вот, нас уже получается, 120. вот. Это 20. Это монетка. Монетка 20. Она удваивает, Китюнь. То есть получается, я в любом случае выиграл. 20 гривен ты выиграл. У тебя тут написано монетка и 10 гривен. Да. А монетка удваивает, то есть ты выиграл 20 гривен. Несмотря на то, что у меня здесь нет монетки, да? То А тут не должна быть монетка. монета уже красава, да? Да, да, уже. Все, у нас еще один победный есть. 5, 4, 8, 9. Так. 3, 6. У меня тут ничего. Держи. Угу. Тут такой сарач. Да, получается от них вот это напыление. И оно получается по всему столу уже. Нет, у меня ничего. Держи. Тоже ничего. 10 гривен. Еще 10 пришло? Угу. А что у тебя совпало? Тройка. Ага. Вот. Получается выигрышный номер. Ну, самая четкая это полтинник. Это пока самая высокая цифра. Но все равно такой трешь и надеешься, думаешь, вау, ну сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. И с такими моментами лучше не А прикинь, заигрываться. приятности. Там, допустим, один купил, потратил 10 гривен, а потом полтос выиграл. Так, пусто. У меня тоже вкусно. Вау! Что не порвал. Тоже ничего. Держи. Надо немножко этой стружки. Сколько у нас осталось? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8.
4. Пусто. 20 гривен у меня сейчас. 20 гривен, неплохо. Вкусно. Надо все равно потом пересмотреть еще раз. Пересмотри, повнимательней. У меня еще 20 гривен. Неплохо. А я сейчас такую методику пробую. Я сначала вытираю с комбинацией, а потом уже. Я так тоже делаю. Пусто. Так, у нас еще 3 штучки осталось. Так, ты или я? Давай ты. Ну тут по-любому 200 тысяч должно быть как бы. Ну как иначе. Так, 1, 6. Смотрим. 4, 2, 8, 9, 7, 9. Походу ничего не будет. Пусто. Все эти билеты нам по стоимости вышли в 300 гривен. 180 гривен у нас получилось. То есть мы вышли в минус на 120 гривен. Вот столько у нас осталось мусора от того, что мы стирали эти билетики. 30 штук. 30 штучек было. Сейчас будем это все убирать. Кстати, что я хотела сказать. Мы вчера стирали эти лотерейки. Да, мы сегодня их поменяли. 180 гривен вышло, как мы и посчитали. Но я хочу сказать то, что лотерея это ни в коем случае не вид заработка, не дополнительный доход. Мы снимали это просто для видео. Раньше мы такого никогда не делали. И просто помните то, что эта зависимость может появиться просто внезапно, и вы даже не заметите, как вы в это втянетесь. Поэтому лучше этим не увлекайтесь, потому что вы можете выйти в большой-большой минус и даже не дождаться вашего выигрыша, который вы хотите. Сейчас уже буду подходить к магазину или как это, и к точке выдачи, покупки и обменивать, обналичивать все наши выигрыши. Так, ну что, вышел я уже из того обменника, так скажем. Вышло 180 гривен. И такой момент еще интересный. Я забрал последние 180 гривен с кассы. За мной тоже пришел человек, но ему денег не хватило из кассы, поэтому сказали, либо ищите другой, либо приходите в следующий день. Пообщавшись с продавцом, она мне сказала такую вот информацию. Я спросил про самый большой выигрыш, который за вашу работу забирали. Она говорила, было трое, 50 тысяч, 20 и 70. Ну и, естественно, получение этих средств заняло долгое у него время, около месяца, и беготня по всем точкам выдачи, ежедневно причем. Подписывайся на канал, ставь лайки, колокольчики.